Добрый день, уважаемые друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню, друзья. Мы сегодня отправляемся в настоящую одесскую Италию, ребята. Мы сегодня будем готовить сыровяленое итальянское мясо под названием копа, или копа-кола. Разницы нету, как ни говори, но это сыровяленое итальянское мясо. Ну, конечно, как без одесского акцента. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Ребята, вот у меня половина шеи, кусок такой красавец, посмотрите, есть. Что нам кроме шеи понадобится, ребята? Это нитритная соль, да, именно нитритную соль я буду использовать. Горчица, можно сухую, у меня там динджонская, главное, чтобы она была такими зернышками, ребята. По специям, кроме соли, соль, соответственно, перчик черный, это у меня паприка, друзья, кориандр, розмарин. Вы можете использовать любые вам приятные тоже специи. Дальше, что из подручных средств надо будет? Нам нужно будет либо пленка специальная, колбасная, но у меня как раз не пленка, у меня кишка такая искусственная колбасная. Я буду ее использовать. Если есть сетка формовочная, тоже очень хорошо. Она как раз придаст такую круглую форму, то, что нужно, как колбаски придаст, если формула. Если нету, можно использовать просто шпагат. Но шпагат нужен, чтобы завязать краюшки нашей копы будет. Ну все, в общем-то, все, ребятки. Сейчас что? Сразу вам скажу, вот эти все специи, потому что первое мы начнем с мяса. Я сейчас раздвигаю. Эти все специи можно уже всыпать в единую форму какую-то, там баночку, либо в какую-то коробочку, и пока на недельку их оставить. Можно вместе, я покажу, что с ними буду делать. Почему вместе я сказал? Я покажу, что с ними делать перед тем, как мы будем ими пользоваться, ребятки. Горчицу, соответственно, в холодильник либо съесть пока но через недельку нам, вы можете подготовиться, нам понадобится она, я же говорю, либо сухая, либо вот в таком состоянии, как у меня, ребятки. Ну все, как бы сейчас 2 секунды раздвину и вернусь к вам, начнем делать. Ребятки, посмотрите, что у нас на столе. Кто смотрит, тот узнает все секреты. Ребята, в первую очередь, помимо что вы купите свинину, я не говорил это в начале видео, я поставил ее в морозилку, проморозил хорошо, ребята, при температуре минус 20, минус 18, минус 20 градусов. Друзья, почему? Чтобы убить максимальное количество тех бактерий, которые при заморозке могут погибнуть. Затем в холодильнике, соответственно, мы не на теплом, не под водой размораживаем медленно при температуре где-то плюс 5 градусов в верхней части холодильника ее. И вот только после этого мы сейчас будем солить, друзья, ее. Солим мы нитритной солью, потому что, я же говорю, я люблю нитритную соль в плане, когда тепловая обработка, она не проходит. Соответственно, вы знаете, что больше 100 градусов нитритную соль нельзя поднимать. Если меньше 100 градусов, можно и тепловую обработку, но не выше 100 градусов. Тепловая обработка для нитритной соли, потому что она уже дальше становится не полезной, будем так говорить. Но в мясе, которое будет у нас солиться целую 7 дней, ребята, в холодильнике при температуре минус 3, говорю, плюс 3, плюс 5 градусов, можно использовать нитритную соль. Не хотите, можете обычную соль, но обычной соли нужно больше, друзья. Смотрите, но ботулизм никто не отменял, нитритная соль как раз это тоже убивает полностью. Ребята, сейчас я обсыпаю нитритной солью со всех сторон мясо, друзья. Натираю, беру формочку и отправляю в холодильник на 7 дней, ребятки. Полностью все я обтираю, все мяско потихонечку со всех сторон. Друзья, все полностью потихоньку делаю. Все, я рассказал. Пишите комментарии, кто больше знает, с удовольствием послушаю. Всегда прислушиваюсь к вам, друзья, к вашим советам. Конечно, проверяю, друзья, что вы говорите тоже, потому что сколько вариантов, столько и мнений, да, и столько научных доказательств того либо другого, особенно в кулинарии. Ребята, мы хотим приготовить настоящий продукт для себя, а в Одессе всегда готовят для себя и, конечно, угощают всех остальных, как и мы делаем, мы готовим. Я готовлю всегда это для себя и показываю вам, как я это делаю. Сейчас.
Все, ребята, обсолили. Вот я сейчас просолил полностью. Я отправляю в емкость, любую стеклянную, какую удобно, пищевую, главное. И через 7 дней мы с вами увидимся, ребята. Все, до встречи. Ребятки, и вот прошло наши 7 дней. Посмотрите, какая прекрасная наша копа, свиная шейка. Мы ее сейчас будем уже дальше продолжать. Она уже начала вялиться, но так она просолилась, да, ребятки. Все, запах, аромат, вообще ни намека ни на что, ни на порченное, ни на что. Стояла в холодильнике при температуре 3-5 градусов, ребятки. Следующее, что я сделаю, подготовлю специи. Ребята, высыпал вот такую, у меня есть нержавеющая посудинка. Что я сейчас делаю? Я не жарю их, я немножечко прогрею их на газу, чтобы они вот именно немножко просохли. И еще плюс из специй разные бактерии и кто может быть там микроэлементы поубегали. Все, отправляю на газ, ребята, на медленный огонь, немножечко разогревать. Все, увидимся, когда прогрею специи, покажу, что будем делать дальше. А этим временем, напоминаю, друзья, подготовьте шпагатик, формовочную сеточку и оболочку, либо коллагеновую лист какой-то, как пленку коллагеновая есть, продается. Но не пищевую именно. Я буду использовать, у меня как для колбасы осталось, я буду использовать ее. Расскажу, для чего она нужна и почему я это делаю. Хотя можно будет делать все. Вот смотрите, специи начинают жариться быстро у меня на этом. Надо быстренько мешать, видите. Уже влагу убираем оттуда, перемешиваю. Видите. Все, чуть-чуть нагрел, прогрел вот так вот. Дымочек пошел, выключил, потому что у меня все, оно сейчас прогреется уже. Но не забывайте мешать. Можно в чугуне делать, в чугуне как бы даже лучше. Ну, я вот делаю в этой мысочке. Все, ребята, сейчас немножко прогрею еще пару минут и вернусь к вам. Ребятки, прогрелись наши специи. Смотрите, что делаем дальше. Соответственно, нашу шейку свиную, либо копу уже с двух сторон, с трех, со всех сторон. Я сначала с одной стороны обсыпаю и обтираю специями, ребятки, вот так вот. Разворачиваю. Не спеша. То же самое с другой стороны. Посыпаю специями нашими. Тоже полностью обтираю. Со следующей стороны. Так вот насыпаю, ребята. Обтираю. Все. И еще одна сторона у нас осталась. Тоже, ребята. Высыпается на тарелочку специи. Почему? Вот я высыпал, да, ребятки, все специи. И все, я в тарелочке со всех сторон сейчас буду, чтобы она у нас была везде в специях. И на торце везде полностью. Хорошо. Чтобы она полностью была со всех сторон, во всех складочках. Даже если где-то складочка, я досыпаю специй. И, соответственно, все полностью обрабатываю. Все, ребята, сейчас обработаю. Сполосну ручки и покажу, что дальше делать. Вот она. Складочка. Я беру складочку, раз, туда специи. Чтобы она полностью везде была. Во всех складочках специи у нас. Где-то здесь то же самое, ребятки. Везде. Все, увидимся, друзья. Ребята, все, наша вяленая копа подготовлена. Будем вялить ее дальше. Просоленная, вернее, в специях. Еще не вяленая, сейчас будем вялить, друзья. Вот так вот она выглядит. Ребятки, по специям скинул внизу калькуляцию, как всегда, сколько я кидал. Ну, вы видели, примерно я всегда на глаз все равно добавляю больше либо меньше. Вот у меня осталась коллагеновая, ребята, такая вот вещь. Сейчас я потихонечку отправлю нашу копу в эту коллагеновую шкурочку. Я вот так беру, не размачивая в сухую, ребята. Если не помещается у вас, размотайте, разрежьте и заверните. Все, здесь очень просто. Я буду стараться, как она у меня есть. Вот так вот. О, видите, она заходит постепенно. Так вот буду где-то подминать,
чтобы она полностью зашла у меня в эту шкурочку. Потихоньку, по сантиметрику. Все, как отправлю ее в коллагеновую, вернусь к вам. Увидимся, друзья. Ребята, и вот мы сделали вот так, оформили ее в коллагеновую эту. Ребятки, да, вы можете вялить ее прямо в формовочной сетке. Нету формовочной сетки, берите шпагат, обматывайте шпагатом. Ну, я вялю так, она дольше вялится, но она полностью провяливается хорошо, равномерно. Ребята, вакуума не должно быть, несколько отверстий мы проделываем просто зубочисткой, вот как в колбасках, со всех сторон по несколько отверстий, чтобы вакуума не было, чтобы воздух проходил в мясо, чтобы оно вялилось. Вот так я со всех сторон делаю отверстия. Вот так вот. Все, я думаю, достаточно. Все, вакуума нету, воздух проходит абсолютно. Хотите, сделайте больше. Еще парочку. Все, ребята, сейчас формовочную сетку оформлю наш. Вот, одеваю на руку, как в чулок, формовочную сеточку нашу. Беру колбаску и одеваю нашу сетку на колбаску, продевая тем самым, пододвигая формовочную сеточку одной рукой. Видите, все можно делать. Вот так вот. О, красота. Опять же, подвинул немножко. И дальше одеваю как чулок. Вот она уже у нас в формовочной сетке. Ребятки, вынимаю. Вот она получилась. Сейчас завяжу края, вернусь к вам и расскажу, что будем делать дальше. Как раз уже оформляем в виде колбаски круглой, чтобы она держала форму уже. А формовочная сеточка, она как чулочек стягивает, будет придавать ей форму. Все, увидимся, друзья, через пару минут. Ребятки, вот и все. Видите, завязал края, обрезал все, что не нужно, шпагатики. Все, на нас формовочной сетки. Ребята, вялить можно в холодильнике при температуре 3-5 градусов, либо на балконе, если вам позволяет температура. Ребята, вялится порядка где-то около месяца такой кусок. Посмотрим. Будем трогать, будем смотреть, как она будет провяливаться. Тоже не забывайте ее трогать. Плесени не появится как раз в этой кулечке. Если даже чуть-чуть белая появится плесень, ничего страшного, ребята. Главное, чтобы не появилась серой. Так как она у нас хорошо просолилась нитритной солью, я думаю, что будет все замечательно. Специи мы прокалили. Все, друзья, увидимся через месяц. Так, ребята, ну, как готовим вяленое мясо, конечно, оно не диетическое. Как по традиции анекдот, это действительно на кухне, но более диетический. Мой муж всегда приносит мне не распустившиеся цветы. Говорит, потому чтобы распустившиеся брокколи не так бы аппетитно выглядело. Ребятки, и вот наша кополива готова. Посмотрите, вот она у нас провисела. Опять же, балкон у меня немножечко влажный, ребята. У меня 4 недели она провисела. Смотрите, я щупал, я посмотрел, что мне достаточно вот мягкости, вот все, что она завялилась, мне вполне достаточно. Хотите более завяленную, еще можете недельку подержать. Смотрите, где вы. В холодильнике тоже зависит от влажности, но там более постоянная влажность, если, конечно, большинство ваших родственников постоянно не открывают дверку холодильника и не запускают туда вовнутрь влажность. Ребята, все, будем пробовать прямо при вас. Буду разрезать на 2 части и пробовать. Нож должен быть заточен, потому что нужно будет резать очень тоненько. Но сначала мы разрежем ее на 2 части. Никакой, вы видите, ни плесени не появилось, ничего. Все замечательно. Разрезаю, ребята. Момент истины есть. И смотрим, что у нас получилось. Вот какая красотища у нас, ребятки, получилась. Ребята, сейчас уберу сетку, уберу нашу коллагеновую. У нас коллагеновая, вот видите, пленочка еще есть. Уберу, нарежу и будем пробовать вместе с вами. Увидимся, друзья, на пробе. Ребята, посмотрите еще раз, что у нас в разрезанном состоянии. Вот разрезал еще по кусочкам, очень тоненько старайтесь резать, нож должен быть острый. Вот так вот у нас получилось, друзья.
Ну и, конечно, будем пробовать вместе с вами. Возьмем вот кусочек прямо с серединки. Посмотрите, что у нас получается. Кусочек вообще просто действительно обалденовское вяленое мясо, друзья. Со всех сторон. Со всех сторон. Вот оно. Смотрите. Ну что, пробуем. Запах неимоверный, друзья. Нежная, вязкая, мягкая. Очень вкусно. Ребята, что-то среднее между хамоном, наверное. Ну, не знаю. Ну, нельзя сказать, что это бустурма. Такой очень нежное, очень сыро вяленая, нежная свинина. Друзья, полный рецепт уже с вами. Готовьте вместе с нами. Я вас люблю, целую, обнимаю. С пальчиками, с колокольчиками. Разбирайтесь. Вашим семьям всего самого хорошего, добра, мира, позитива. До скорых встреч, друзья. Пока, пока.